на удивление, значит, водителю мягкое сиденье, а пассажиру ковшище пластмассовые. Хотя тачка праворульная, да, по логике наоборот все должно быть. Все, народ, я на месте штурмана в самой настоящей машине для преодолений, которая участвует в соревнованиях именно по внедорожке. На самом деле, вот прям в таком внедорожном корче еще ни разу не сидел. Прокачанных тачка, которые под внедорожку прокачаны, бывало, но не настолько, чтобы это был именно корч. 12.5.11 тут точно навезу. Всем привет! Неожиданное, как всегда, что-нибудь на канале, да, у Яна? Смотрите сегодня, что мы вам приготовили. Настоящий внедорожный корч. Это не то, что там, знаете, когда в машину просто привнесли немного тюнинга, да, когда там добавили колесики побольше, там что-нибудь такое. Нет. В этот раз мне захотелось прокатиться на реальной машине, которая реально участвует в внедорожных соревнованиях на самом деле. Миллион раз ее, вон, видите, она со всех сторон подстрелена, миллион раз ее где-нибудь колотили, но она, сами понимаете, раз она вот тут перед нами всеми стоит, значит, она выживала. А это главная задача любого внедорожника. На удивление, вот вы видите, что это маленькая машина, да, я понимаю, что за помятыми со всех сторон боками трудно угадать модель, понятно, естественно, когда нет ни бамперов толком, ни фар, ничего, еще и капот я разинул, понятно, сложно понять, да, что это за машина. Представьте себе, это Pajero Mini, Mitsubishi Pajero Mini. Тот, кто вот после вот этого ролика, я надеюсь, после вот этого ролика, а не сейчас сразу перепрыгнет на то видео, где мы снимали стоковую такую машину, вы просто вот не представляете, насколько сильно она сейчас отличается от того вот состояния, в котором она с завода приходит. В ней даже теперь двигатель уже, естественно, не тот. Такое, знаете, уже считается чем-то обычным, да, когда в машины абсолютно любых марок суют тойотовские двигатели. 3S FE, атмосферный, да, еще, не представляете, если бы еще сюда турбовый затолкали, вообще было бы охренеть. Но нет, атмосферный. В принципе, для кейкара, да, который с завода 64 лошадки, 140, ну ладно, 135 даже лошадей, 3S тойотовского должно хватать вот просто вот там где-то, вот прям в космосе уже. На самом деле я удивился, насколько он сюда ловко воткнулся. Это как раз тот случай, когда эту машину уже маленечко что-то роднит с моим микроавтобусом, да, потому что если бы я устанавливал тоже 3S в такую машину, я бы, наверное, все-таки подыскал вариант продольный, то есть тот, который ставится в микроавтобусы, в Toyota Town Ace Noi. Но на самом деле, как оказалось, не такая уж большая проблема и поставить продоль на поперечный вариант 3S. Единственное, что выдает, что это поперечный вариант 3S сейчас, это крышечка, вот эта горловина маслозаливная, видно, что она находится под наклоном, потому что в поперечном варианте этот двигатель завален. И, соответственно, крышка, видно, что она была когда-то, ну, чтобы она была горизонтальной, это надо мотор маленечко завалить. Удачные двигатели, особенно контрактные, да, вот в наше время сейчас, это уже достаточно сложно, ну, вот найти, чтобы быть уверенным, что это нормальный двигатель, контрактный, живой, а не хлам с какой-нибудь разборки уличной. Для постройки таких машин, я думаю, это в первую очередь важно. В принципе, я даже вам могу порекомендовать компанию, которая поставляет в Россию настоящие двигатели из Японии, именно контрактные, с хорошей историей. Более того, они даже проверяют их работоспособность перед тем, как передать их клиенту. Компания Автомастер ДВ, город Владивосток, поможет вам найти и приобрести действительно качественный контрактный двигатель из Японии. Специалисты компании Автомастер ДВ проверяют все, от подлинности таможенных документов до реального состояния двигателя, вплоть до установки его на стенд и проверки его реальной работы. Согласитесь, купленный таким образом контрактный двигатель из Японии, это уже не кот в мешке. Ну и, конечно, они полностью оформляют отправку и сопровождают груз до транспортной компании. Ну и, конечно, другие виды запчастей проходят не менее тщательную проверку специалистами компании Автомастер ДВ. Узнать подробности и оформить заказ вы можете у них на сайте. Ссылка находится, конечно же, в описании. Еще какие моменты отличают продольную версию такого двигателя от поперечной? Это немножко другой вид выхода под антифриз и расположение катушек. Здесь тоже, как видите, сами с этим тоже нормально справились.
переварили, да, сварка, болгарка наша все в случае с корчами, установили отдельное крепление, переварили вход под антифриз, все, проблемы закончились. Но, смотрите, ребят, я вам покажу шикарнейшую просто вещь. Для этого надо подзакрыть капот. Жуткая система, да? Радиатор поставили в капот. Ну, потому что он на самом деле вот здесь вот спереди, при преодолении действительно серьезных внедорожных препятствий, он здесь, ну, как бы мешается. Трава, грязь, всякая дрянь, все летит, заклинивает вентиляторы. Ну, перегорит же к чертовой матери все. Да и так, мне даже кажется, более круто выглядит, что ли. Конечно, в будущем, я думаю, сделают какой-нибудь здесь кофр, возможно, да, что-нибудь типа такого. Но, блин, мне кажется, он именно крут вот своей такой подстреленностью со всех сторон. Удивлю, возможно, некоторых людей, которые думают, что если маркообразные, кроунообразные, это только GZ, 1G и прочее. Нет, в них бывали и двигатели S-серии, 4S. Соответственно, именно от этих машин можно было взять коллектора. На удивление, взяли еще и коробку от Крауна с двигателем 4S. Коробку тоже автомат поставили. Автомат, он еще такой дореволюционный вообще, то есть когда автоматы еще были гидравлические, без мозгов абсолютно, то есть у более поздних автоматических коробок, у Toyota, у них автомат пользуется мозгами двигателя, то есть там в этой же коробочке зашиты мозги автомата. А еще до этого раньше, вот у меня, например, в Camry родной автомат изначально до всех свапов и прочего стоял тоже обыкновенный гидравлический автомат. То есть вот тупо от давления масла, да, внутри все эти передачки переключаются, тросик, насколько сильно тянется, да, там он так понимает, что ему надо переключать. И все. Это, естественно, играет, опять же, в пользу ремонтопригодности. На автомат добавили еще охлаждение. Вот это в случае с триэсовскими автоматами и вообще в случае со внедорожными машинами, это прямо must-have. Я всегда говорю, что нужно дополнительное охлаждение на автомат. Но я бы, кстати, вот не такой радиатор поставил, а вот у меня в Camry стоит такой радиатор. Если кто не видел эту серию, можете взглянуть это видео, будет в подсказке или в описании. У меня стоит аккуратненький, но в то же время здоровенный радиатор от гидрача УАЗа. Он прям вот такой огромный, но в то же время он, ну, такой более компактненький. То есть его он туда так аккуратно вписался. Перенаправлю вас в выпуск про стоковый Pajero Mini, чтобы вы просто сравнили. Ну, хотя картинку я, конечно, приложу, как было изначально у Pajero Mini в стоке. Там, по сути, продольный рычаг был спереди, а теперь он находится сзади. Ну, сами понимаете, надо угол атаки улучшить, да, чтобы все было спереди очищено от лишних деталей. Там еще, понимаете, там вот это крепление еще такое здоровое, которое крепится, вот этот продольный рычаг. Поэтому я считаю, что все нормально, да. Кстати, я обратил внимание, опять же, что защита, по сути, защита двигателя идет вот прям до самой, почти что до самого конца коробки. Вот она, вот все вот это вот длиннющее такое. Естественно, когда я вам покажу крупненько сейчас, да, что там сделано, я уже заранее предвижу комментарии. Это что вообще тут сварено чуть ли не из арматуры? Я так скажу, если это выдерживает такие нагрузки, которые терпит эта машина, это игрушка для взрослых, вы поймите адекватно, да, то есть эта машина не нужна для того, чтобы на выставках красоваться. Здесь от нее важна функциональность, а не то, насколько все красивенько выглядит, знаете, да. Я уверен, что владелец будет потом вам, если что, в комментариях отвечать, так что вопросы пишите, ссылку на Drive 2, может быть, тоже перенаправлю. Мост я вижу, что родной, но убрали вот эти здесь снизу такие здоровенные штуки, вот здесь вот по низу были, тоже приложу картинку, как здесь было. Суровейшая тяга Panhard уже с несколькими швами. Panhard здесь не из трубы, по сути, сделана, она из такой вот U-образной, по сути, железки. Внутри варена уже более тоненькая труба. В принципе, держится все это дело отлично. Ее, опять же, пришлось удлинять, потому что нужен выше клиренс. Здесь сразу же еще, кстати, к тому же видно, что у нас с выхлопом работа была проведена большая. Теперь у нас от выхлопа остался только один резонатор, по сути. Ну, как нам сказали, не уверены, что это именно от него, но вроде как от Inspire. Здоровенный толстый резонатор. Я так скажу, в машине теперь 0 шумоизоляции. Нету вот на данный момент, ну, после всяких приключений, нету заднего стекла. Поэтому, когда в ней едешь внутри, давишь на газ, то разговаривать сложно. Но тем не менее.
Ё-моё! Я на ремнях повис, прикинь. О! Ну что, мне, конечно, дали трассу намного лайтовее, чем мы только что преодолели, где уже машина чуть ли не кверх ногами поворачивалась. В один момент я прямо на ремне повис, то есть настолько вертикально мы вот так вот спускались. Как мне четко объяснили, во время таких рейдов на механику надежды реально мало, потому что очень часто туда может попадать вода, жидкость, грязь, соответственно, букс сцепления, вы никуда не тронетесь. В общем, автомат реально, во-первых, проще, ну, в плане эксплуатации, да, во время гонок, а во-вторых, позащищеннее оказывается, понимаете, он натурально оказывается позащищеннее, в него меньше вероятности, что что-то попадет. По сути, дополнительное охлаждение есть, все, поперли, повалили. И это мне дали лайт-трассу? Подожди, а мы сейчас реально, что, мы сейчас носом вниз же поедем, нет, нормально? Ну ремень же есть, на ремне повесим. Да ёпты! А куда, прямо? Прямо? Прямо сюда? А там я не знаю, я не вижу. Там вода, но просто вот едем, да, вот как есть. А прям туда едем? Туда. Вон туда, вон Да, где вон. глубоко, а здесь нормально. А, то есть наоборот, это тут еще нормально, да, сюда надо ехать. Поперли, что нет-то? Вон туда, в щель, да? Сюда, да? А куда мы тут никуда не приедем? Там нет дороги. А, нет, нету. Нету дороги. Вон раньше была здесь. Так. По воде разберемся. Просто вот где я вот сейчас вот был, да, там же разворачивать, да, так что ли? Вот тут, да? И вот сейчас просто направо и кругом. А, ага. Давай, знаешь, что вот здесь я сдам назад и аккуратненько вот так. Я, дядечку, это вызнал. Что, у вас это реально нормально, да, вот такие вот? Нет, да, нету дороги, ну ладно. Так, и вот обратно в гору влезаем, да? Ёксель-моксель, влезем, нет? Так, вот, все, погнал. Да как делать, нефиг забрался, ё-моё. Тихо, 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 немного не надо, много не надо. Пролезем? А, мы тут же проезжали, правильно. Ой, слушай, ну вот здесь прямо уже вообще легкотня, уже прям, фу, это вообще ерунда. Ой, ой, дороженька. Ой, бляха-муха. Ну ладно, все, тормознем, пока у меня крыша не отъехала. Фух. Ну что, ребят, безумные ролики в рубрике «Нестандарт». Естественно, да, я понимаю, что это просто 5 минут маленечко соприкоснулся с миром вот таких, это трофи-гонки, да, правильно называется, да? Вот. Но это охрененно. Вот знаете, вот ради таких моментов я и создавал
YouTube канал, чтобы просто в жизни были такие крутые моменты, когда ты попробовал что-то настолько новое, настолько чумачечее, что просто вообще на всю жизнь, как говорится, запоминается. Ну, в общем, подписывайтесь на канал. Еще раз повторяю, у меня на канале вы никогда не знаете, что будет в следующем выпуске. Я всегда стараюсь, чтобы мои зрители удивлялись по максимуму. Ну и естественно, чтобы что-то было и полезное, конечно же. Всем пока, всем пока.